Приветствую всех, кто смотрит эту программу. Меня зовут Мартин Качесоко. Я являюсь историком по образованию. О той столетней войне, которую мы называем русско-черкесская или русско-кавказская война, в публичном пространстве много информации. Но мы видим, что люди мало знакомы с последствиями этой войны. Об изменении ситуации на Северном Кавказе, в частности, изменениях этнического состава, территории расселения народов, изменения административных границ. Сегодня мы бы хотели немного об этом поговорить. Как всем известно, в 1859 году на Восточном Кавказе созданное имамом Шамилем государственное образование, объединявшее сопротивление ряда дагестанских народов и чеченцев, проиграло Российской империи. Это поражение ознаменовалось пленением Шамиля, после чего боевые действия на Восточном Кавказе были приостановлены. Вследствие этого Российская империя утвердила план завоевания западной части Кавказа и Причерноморской Черкесии. Что являлось основой этого плана? На протяжении всей русско-кавказской войны Россия накапливала опыт и знания, исходя из которых руководство России принимало решения. К этому пришли не за один день. Еще с начала XIX века у военного руководства на Северном Кавказе шли дискуссии относительно завоевания территорий, из которых выделялось два основных пути. Первый – постепенная политическая и экономическая интеграция местного населения, сопровождающаяся подавлением силового сопротивления. Второе видение – невозможность интеграции ввиду того, что местное население по сути не принимало устои империи, и эту территорию необходимо зачистить путем изгнания коренного населения, иначе эту территорию невозможно сделать частью Российской империи. Это видение стало усиливаться ввиду затянувшейся войны и непрекращающегося черкесского сопротивления. Можно считать, что это мнение утвердилось в результате Крымской войны 1853-56 годов, после поражения России коалиции основных европейских держав и Османской империи. Военное руководство пришло к консенсусу о необходимости зачистить территорию Причерноморской Черкесии от коренного населения. Стратегически, для военного и экономического укрепления в регионе и дальнейшего расширения влияния была необходимость в этих территориях. Именно выход к теплым морям являлся главной задачей завоевания Кавказа. Как мы видим из архивных записей русских генералов, для присоединения этих территорий необходимо уничтожить или выселить население Черкесии и заселить вместо непокорного коренного народа лояльным к империи населением из числа казаков и крепостных крестьян из Центральной России. То есть колонизировать территорию, и эта терминология используется в официальных документах. Впервые идея о выселении сформулирована начальником главного штаба Кавказского корпуса генералом Милютиным в 1857 году в специальной записке под названием «О средствах к развитию русского казачьего населения на Кавказе и к переселению части туземных племен». После этого на собрание высшего военного руководства во Владикавказе в 1860 году было принято решение о зачистке территории Западного Кавказа в течение ближайших 4 лет. Для реализации этого плана обозначена необходимость истребить значительную часть населения, чтобы выселить оставшуюся часть. Взгляд империи на Центральный и Восточный Кавказ был иным. Стратегически империя не боялась потерять эти территории, так как эти территории оказались со всех сторон окруженными другими землями империи и изолированы от выхода во внешний мир. Каспий стал внутренним морем Российской империи, в связи с чем оставить коренное население на Восточном Кавказе, на их взгляд, не представляло больших угроз. Поэтому большую роль сыграла география Кавказа. Необходимость и сложность контроля Черноморского побережья связана с тем, что Черное море является связью с внешним миром, блокировать которую практически невозможно. В этом главный мотив заменить коренной народ лояльным центру населением. Этот подход наглядно подтверждается официальными документами, указами и переписками руководства того времени.
Тем временем на Центральном и Восточном Кавказе образована Терская область, где для большего контроля местное население переселяли с гор на опустевшую от черкесского населения равнину Кабарды. Этот процесс продолжается вплоть до развала империи, вплоть до времен Горской республики, когда Кабарда потеряла треть от оставшихся на тот момент территорий. Также шел большой процесс заселения земель казаками в окрестностях значимых логистических путей в районе сегодняшних городов Владикавказ, Прохладный, Майский и русло реки Сунжа. В это же время происходило так называемое укрепление сел оставшихся черкесов, когда из 2, 3 или 6 аулов создавался один населенный пункт и вокруг рассаживали казачьи станицы и хутора. После завершения боевых действий, естественно, Россия не ликвидировала военную администрацию, так как была необходимость подобного управления там, где население еще не было подготовлено к гражданскому управлению и применению общеимперского законодательства. Еще долгие годы после этого места проживания кавказских народов были подчинены военным законам. Например, передвижение людей из села в село сопровождалось необходимостью получить разрешение. Распределение земель, судебные процессы – все это напрямую было связано с военными. Осуществлялось это по отдельным указам, в которых говорится о подобном положении вплоть до полной интеграции общества. В этом выпуске я хотел показать, что с окончанием завоевания Кавказа и выселением черкесов этот процесс не прекратился, и после войны политикой государства было закрепить за собой эту территорию, навсегда сделав оставшееся население частью русского мира, о чем свидетельствуют многочисленные архивные материалы. Именно исходя из этого создавались условия жизни людей, выстраивались административные границы, переселялись народы. Продолжение этой политики прослеживается и весь советский период. И сегодняшняя Россия за основу берет те решения, которые заложены в то время. Поэтому ошибочно отделять период русско-кавказской войны от сегодняшнего дня, считать это чем-то далеким. Происходящее сегодня напрямую связано с событиями и политическими решениями того времени. На сегодня остановимся на этом. В следующих выпусках поговорим о дальнейших событиях, связанных с революцией, развалом империи, периоде Горской республики и последующим образованием черкесских республик.